Начнем. У нас, кстати, сегодня присоединились еще и все клиенты. У вас шикарная сегодня возможность послушать наш продуктовый семинар. Мы постараемся вам донести очень много интересной информации, различных фишечек, лайфхаков, да. Поэтому держите под рукой тетрадку, ручки и будете записывать, если что-то вдруг вам нужно будет пометить, да. Ну, мы с вами начнем, конечно, по традиции с наших основ, с нашей базы, с нашего прекрасного завтрака. Откуда у нас, с чего все начинается? Это, конечно же, завтрака. Я думаю, самый первый напиток, с которым вы познакомились, это сок алоэ вера. Это уникальный напиток, который обладает вообще огромным количеством различных свойств. Не только на какую-то одну влияет, да, у нас систему, да, наша алоэ вера влияет на много разных наших систем, и на желудочно-кишечный тракт, он вообще как душ для нашего организма изнутри, он очень глубоко проникает в клеточки, в наши ткани, да, и глубже, чем вода, и быстрее, чем вода, в 3-4 раза, да. Он моет наши ворсиночки в тонком кишечнике. В общем, является таким очень важным компонентом. Прям в начале с утра запускает все наши процессы. Поэтому добавляйте его в воду. Будете пить достаточное количество воды, особенно кому трудно выпить, да. Алоэ у нас представлен в 3 вкусах. Манго. Это новый вкус, мне очень-очень понравился. Такой легкий, освежающий. Классика, конечно же, и клюква, поэтому обязательно добавляйте. Ага. Наш травяной напиток. Это просто кладезь различных трав, различных фитокомпонентов, их несколько в нашем травяном напитке. Давайте мы немножко подробно, да, разберем, какие у нас есть фитокомпоненты в нашем травяном напитке. Это, конечно же, высококачественные сорта черного и зеленого чая. Я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас найти классные сорта черного и зеленого чая надо постараться вообще-то, да, то есть то, что мы с вами пьем, очень сложно с магазина, да, назвать высококачественным сортом черного или зеленого чая. Конечно же, они являются мощными антиоксидантами. Гибискус, мальва, сейчас немножко на них остановимся. Мальва, она выводит лишнюю жидкость из организма, снимает отечность. Особенно вот, девчонки, если вот отекаете, да, это вот прекрасно очень. Снимает воспаление на коже. Гибискус, он понижает уровень холестерина в крови, да. И вместе это очень мощные антиоксиданты. Что такое антиоксиданты? Это наши помощники в борьбе со старением, да, чтобы мы дольше оставались с вами молодыми и красивыми, да, симпатичными, как я уже сказала в начале. Конечно же, содержится кардамон, он тоже очень полезный такой антиоксидант и придает напитку очень такой приятный, освежающий вкус. Здесь, конечно же, есть кофеин натуральный, который и тонизирует, и способствует улучшению обмена веществ. То есть у нас ускоряется все, то есть мы с вами пьем травяной напиток, и у нас в организме все быстрее, да, происходит. Вот если мы сидим, то так, как будто бы мы идем. Если мы идем, то так, как будто бы мы бежим, то есть все ускоряется. Что нам с вами и нужно, да? И представлено в 3 вкусах: классический, малина, лимон. Угу. Идем дальше. Конечно же, наш бестселлер – это Формула-1, это наше питание. Ребята, девчата, это не снижение веса, да, это питание, это еда в стакане сбалансированная, она подтверждена клиническими исследованиями, дает чувство сытости до несколько часов. Очень легкий такой коктейль, да, очень легкий завтрак, ужин, может быть, полдник, я не знаю, там какой-то перекус, даже обед, полноценный прием пищи за 2 минуты. Белка больше, чем в порции курицы, больше клетчатки, чем в порции брокколи, больше кальция, чем в стакане йогурта, больше железа, чем в чашке бобов. Вы только себе представьте, вот нам с вами нужно было с утра вот встать, и вот это вот все, вот и бобы, и мясо куриное, и йогурт, и все есть, да, это все у нас есть в коктейле и даже больше.
У нас много вкусов различных на любителя, вот вообще любителя всего. Любите шоколадное, любите тропическое, пожалуйста, клубничное, печенье. Даже если любите что-то не сладкое, да, у меня всегда клиенты раньше спрашивали, что-нибудь бы со вкусом мяса. Так вот, у нас есть и со вкусом мяса, это куриный наш суп, который по составу тоже, конечно же, как коктейль, поэтому вот хотите, даже с утра можете себе куриный суп сделать со вкусом мяса, да, куриного. Наш белок. Ну, на белке мы не будем сильно сегодня подробно останавливаться, потому что у нас была отдельная тема на нашем курсе. Я прям вообще вот завидую участникам курса, потому что особенно в начале вашего пути, если вы попали на такой курс, вы такое огромное количество информации узнали. Вот вы поставьте пятерочки, если вы со мной согласны, что вот вы узнали очень многое на курсе нашем «Сам себе консультант», и про белок, и как ужинать, и про очищение. Очень много было тем таких основных, ключевых. Вот пятерочки вижу. Ой, спасибо. Молодцы. Наш белок формула-3, он усваивается буквально с языка. В одной порции, в одной ложке 5 грамм белка, всего 25 килокалорий. Два вида белка, которые вот высоко усваиваются, да, и животный, и растительный, что прекрасно. И белок этот можно добавлять в суп, в коктейль, в пудинги, то есть в любую пищу, в принципе, можно добавлять, чтобы увеличить потребление нашего белка. Да? Мы с вами знаем, белок – это основа вообще всего. То есть мы все состоим из белка, и он нам с вами просто необходим. Угу. Так, идем дальше. Томатный суп. Кто еще не пробовал томатный суп? Я сейчас вам немножко про него расскажу. Томатный суп – это прекрасный вариант вообще обеда. Еще поделюсь с вами, я его использую для подливки гарниром. Очень классный вариант. Девчонки, возьмите себе на заметку. Вот наш томатный суп. Он содержит огромное количество инулина. Инулин содержится в помидорах. Вот чтобы съесть такое количество инулина, да, как в томатном супе, нужно съесть огромное количество помидоров. Ну, я не знаю, ну, просто, ну, навряд ли кто-то столько будет есть помидоров. И еще вам такой лайфхак. Я просто не очень люблю там томатный сок, томатный суп, ну, как-то вот средненько. Но попробовав вот с таким рецептом томатный суп, на сливках. Попробуйте на сливках, кто тоже вот, ну, как-то вот средненько относится к нашему томатному супу. Вы обалдеете. Это потрясающий просто вкус. Да, соус, я подливку, соус вот ко всем гарнирам, это да. Потрясающий вкус вот именно на сливках. Попробуйте наш томатный суп. Вот отвечаю вам, ложку съедите просто, это классный вкус. Наш куриный суп, протеиновый коктейль, это тоже классный вариант и обеда, да, его можно как крем-суп, как суп-пюре сделать. По составу это такой же коктейль. Пожалуйста, это может быть ваш ужин, можно вариации масса с сыром, вот тут пишут, сейчас вот вам тут еще и рецептов накидают, да. У нас с вами есть много-много разных рецептов, которые можно вот использовать, наши все продукты. Угу. Какие у нас критерии идеального обеда? Здесь тоже слайд у нас идет нам в напоминание, да, должно быть достаточное количество белка и клетчатки обязательно, сбалансированный полноценный состав, включать растительную пищу. Удобно должно быть. Я знаю, что очень многие люди, они очень много работают, строят карьеру, и на самом деле некогда поесть. Поесть некогда. У меня вот сегодня клиентка пишет, она говорит, я просто вот вообще не успеваю, у меня там клиенты идут, все вот в таком потоке, некогда поесть. И наш, конечно, продукт – это уникальная возможность, чтобы это все было и сбалансировано. Ребят, если вы выключаете микрофоны, пожалуйста, нам с вами так будет удобно, да, следите, пожалуйста. Наши продукты – это удобный вариант и сбалансированного состава, и быстроты, да, удобства. Наш вечерний коктейль, мы тоже подробно про него рассказывали и разбирали прямо ужин, да, какой у нас должен быть. Ну, можно еще раз обратиться к слайду, насколько, кстати, очень
выгодно с точки зрения нашего организма использовать вечерний коктейль на ужин, потому что там и белка достаточное количество, мало жира. Вот кто-то пишет «вечерний моя любовь». Вы знаете, это и моя любовь тоже, потому что я с ним вообще кайфово сплю, вот правда, и высыпаюсь замечательно. Здесь и клетчатка, и калорий мало. Хочется остановиться на таком просто у нас шикарном продукте. Это продукт, который освящен Нобелевской, так скажем, премией. Это Nightworks. В переводе это «ночной работник», но использовать его можно не только вечером, но и утром, и днем. Я очень люблю его добавлять в травяной напиток. Это просто потрясающий божественный вкус чая получается, и заряжает энергией. Можно чуть-чуть вот слайд назад, да, чтобы мы немножечко вот про Nightworks. Nightworks содержит аминокислоты L-аргинин, L-цитрулин, L-таурин. Эти кислоты, они помогают вырабатывать окись азота. Организм вырабатывает у нас окись азота, но с возрастом все меньше и меньше. Так вот, окись азота очень сильно влияет на качество нашей жизни. Это и поддержка сердечно-содержательной системы, потому что окись азота, очень сильно оксид азота расслабляет наши сосуды, улучшает кровоток и поддерживает эластичность, выстилка сосудов у нас лучше становится. Соответственно, у нас нормализуется давление, влияет окись азота очень сильно на память, да, поэтому вот, продукт, который освящен Нобелевской премией, то есть Луи Игнара дали Нобелевскую премию за разработку вообще влияния окиси азота на организм человека. Я думаю, это вот стоит очень дорогого, что у нас есть такой продукт. Nightworks очень хорошо помогает восстанавливаться после тренировок, то есть помогает наращивать мышечную массу. Я очень люблю его использовать во время тренировок, да, то есть я вот добавляю водичку. После тренировок очень хорошо, быстро восстанавливаешься, поэтому, пожалуйста, добавляйте, используйте, пробуйте в своих программах, чтобы получить лучшие результаты. Таблетки и чай Energy. Кому не хватает энергии, кому еще не хватает энергии, да, у нас есть замечательный продукт Energy, это и чай, и таблетки Energy. Кстати, такой лайфхак, если у вас чуть-чуть низковатое давление, да, бывает, вот у меня раньше часто такое было, чай Energy вместе с травяным напитком себе сделайте, будете классно себя чувствовать. Будет много энергии, прям будете в тонусе, потому что вот чай Energy, он содержит гуарану, она как раз-таки дает вот этот тонизирующий эффект. Можно использовать в таблетированном виде, да, то есть если на ходу, если некогда там разводить, пить в виде чая, то можно использовать в виде таблеток, что очень удобно, да. То есть, все, чтобы мы с вами были энергичными, как я вначале сказала, да, помните, молодыми, симпатичными, энергичными. Угу. Идем дальше. Овсяно-яблочный напиток. Здесь мы уже пошли к таким очень интересным продуктам, которые мы добавляем уже там к базе, да. Овсяно-яблочный напиток. Это комплекс пищевых волокон, это клетчатка, содержание растворимой, нерастворимой клетчатки. Мои хорошие, нам нужны и такие пищевые волокна, растворимые и нерастворимые, причем в правильных пропорциях, как в овсяно-яблочном напитке, да. То есть нам нужна и та, и другая клетчатка обязательно в нашем рационе. И, как говорит наше Министерство здравоохранения, да, нам нужно 25-30 грамм клетчатки в сутки употреблять. Я не знаю, это огромное количество овощей просто в течение дня. Овощи надо понимать, какого у нас сейчас вообще вида, качества, да, как бы они только на вид овощи, а вот на вкус и по составу не совсем напоминают овощи, да, и поэтому получить клетчатку оттуда очень сложно, я вам хочу сказать. Поэтому вот добавляйте овсяно-яблочный напиток, посмотрите, здесь пищевые волокна какие разные, и овса, и яблоко, и пшеницы, и цитрусовых, и сои, и цикория, посмотрите, сколько много. Я вам хочу такой пример привести именно про клетчатку. Вот возьмем яблочную клетчатку из яблока. Вот если мы возьмем одно большое яблоко, это примерно будет 5 грамм клетчатки, нам с вами нужно 25 грамм клетчатки в сутки. Вот представьте, это 5 яблок, если мы про яблоки, да, ведем речь, 5 яблок каждый день мы должны с вами съедать больших.
А калорийность одного яблока примерно около 100 килокалорий, ну, там 90-100, в зависимости, конечно, от сколько весит яблоко. Ну, это если большое, хорошее яблоко. Представьте, это 500 килокалорий нам надо в сутки, чтобы плюсом, чтобы вот получить норму клетчатки еще в день. У нас наш овсяно-яблочный напиток в одной порции 5 грамм клетчатки, причем не только яблочной. Посмотрите, сколько видов, да, клетчатки. 5 грамм клетчатки и всего 14 килокалорий. Представляете? Обалдеть. Разница, да, какая? Ага, идем дальше. Комплекс пищевых волокон. Очень многие, ну, не многие люди, да, не любят вот когда сильно сладко, вот такой вот вкус, как у овсяно-яблочного. Можно вот использовать комплекс пищевых волокон, у него нет вкуса, его можно добавлять хоть куда, и он содержит пребиотики. Это растворимые вот такие пищевые волокна, это пища для наших бактерий, да, хорошая пища, чтобы наша микрофлора кишечника была в порядке. Вот его можно вообще везде добавлять, он не ощущается на вкус никак. Вот содержит клетчатку кукурузы, цикория, гуара, то есть вот посмотрите, натуральный вкус. Все это можно и с алоэ, и в коктейль просто с водой. Овсяно-яблочный напиток можно добавлять в творог, он будет очень такой вкусный, да. В нашу выпечку она будет сладкой. Вот, идем дальше. Конечно же, таким образом мы с вами будем увеличивать количество клетчатки в сутки, которое нам необходимо. Угу. Вот для кого вот это было нормально раньше? Кто плюс-минус питался вот что-то как на картинке? И это называлось вашим рационом. Вот так питается большая часть нашей необъятной страны. Да, это привычки к питанию, которые нам передали наши деды. То есть мы неправильно завтракаем и, соответственно, очень сильно неправильно ужинаем. Очень сильно, я имею в виду, много переедаем. Самая большая проблема, с которой борется, скажем так, наша компания Herbalife Nutrition, и мы, консультанты, помогаем людям донести вот это вот, что не нужно нам столько еды. Организм не нуждается в таком объеме пищи, потому что вот как раз в результате этого питания, и этих привычек, которые у нас нам переданы были, мы сформировали вот привычку переедать. Организм просто лишь тратит ресурсы, и, соответственно, наши годы жизни с конца убираются по одному или по несколько. Вот так, в принципе, рекомендуется использовать, иметь такой рацион, да, используя сбалансированное питание. Да, конечно, компания за то, чтобы в нашем рационе 1-2 приема пищи были многокомпонентных, несколько составных продуктов, приготовленных, и для того, чтобы мы это все жевали, пережевывали и так далее. Это все да, но мы должны правильно начинать день. Вот Аня правильно сказала, вот эти продукты, которые вот у нас есть, в самом начале базовая основа, минимум их в основе нужно включить в рационе, чтобы они хотя бы вот у вас были вот в таком объеме. Да, мы их варьируем, цели у нас разные, задачи тоже. Я мужчина, мне нужно несколько другое, но основа, она одна, база одна. Я несколько калорийнее использую это все, да. Коктейль могу сделать несколько помощнее, скажем так, и побольше углеводов, и сделать какой-то перекус больше углеводный, потому что у меня могут быть какие-то другие активности, или у вас муж работает на тяжелой работе. Да, ему тоже это нужно, но просто он покалорийнее будет есть. Смотрите, как завершается вечер. Вот, только что разобрали вечерний коктейль и плюс Nightworks. Вот попробуйте, вы сами почувствуете небо и землю, как говорят. Это действительно то, что вот прямо на ощущениях прочувствуете, да. Вот смотрите, на чем хочу заострить внимание. У нас компания не только сделала базу, но еще позаботилась о перекусах и полноценных приемах пищи в кармане. И я бы здесь хотел такой акцент сделать на том, что вот перекус – это важная часть. Вот если не будем пропускать перекусы, и обеды будут адекватные порции, и ужины будут относительно хорошие, да, мы в основном все и переедаем в вечерний прием пищи. Как раз вот ужин – наш бич современности, который всю малину, как говорят, портит. Что содержится вот в этом батончике? Прежде всего, это очень низкокалорийный батончик. Если вы покупаете какой-то там no-name, да, в магазине батончик,
разные, они сейчас спортпит, там еще какие-то там, они все, у них фитнес написано, все. Это все маркетинговый ход, там много сахара. Почитайте, пожалуйста, на обороте. И калорийность там не соответствует питательной ценности. Да, калорийность может быть больше, в принципе, но питательная ценность при этом тоже должна быть высокая. В нашем батончике 13 грамм, запомните, растительных белков, 13 грамм растительных белков. И клетчатки здесь столько же, сколько в 250 грамм тушеных овощей, в принципе. Не всегда же есть возможность, не всегда есть желание готовить вот это вот все, да, но организму-то без разницы, что вы засунете в него овощи, что засунете в этот батончик, но это функциональнее и удобнее. Также можно использовать как конфеты. Вот у меня супруга использует как конфеты. Просто порезала его и все. Но до конфет мы еще дойдем. Это отдельная часть. Вот есть мини-батончики, но они маленько другой функциональности. Они, во-первых, содержат изолят животного белка сывороточного, да, и имеют 10 грамм в одном батончике. Этот батончик также можно использовать для того, чтобы восстановиться после физических активностей. Вообще не важно абсолютно, тренировка или где-то вы прогулялись, либо на огороде поработали, может какой-то у вас капитальный ремонт дома идет. Восстановились, пожалуйста. 3 варианта. В принципе, можно смиксовать. Можно купить и тот, и другой, и чередовать их. Да? Они не будут приедаться, в принципе. И вообще у нашей продукции они как бы нету такого, что они приедаются. В принципе, все варьируется добавлением других ингредиентов. Но вот эти батончики, они, во-первых, низкокалорийные, они меньше, да, по калорийности, чем тот большой, тот 200, да, здесь у нас 140. И адекватное количество белка. Очень вкусно, удобно. И по консистенции они тоже разные. Мне больше нравятся лимонные, например. Ну, кому как. Используйте. Про конфеты, как я их называю, вообще они мини-батончики в прайсе идут. Это 4 грамма белка в одном продукте. Вообще порция состоит из двух батончиков, вот таких мини-батончиков. И также можно использовать его для того, чтобы восстановиться после тренировки, да, и как дополнение послевкусия для обеда. Конечно, можно и на ужин, в принципе, да, если у нас неполноценный получается ужин по разным обстоятельствам, мы не будем себя ограничивать. Это же белковой продукт, в принципе, и он низкокалорийный. В принципе, почему нет? Если сравнивать с протеиновым батончиком, который содержит 10 грамм белка, он имеет маленько другого функционала, структуру, да, чтобы им восстанавливаться вот именно как полноценным приемом пищи, да, вот этот для того, чтобы завершить трапезу, мы дополняем рацион, а этот мы можем полностью заместить, в принципе, 2 батончиками. Почему нет? Хотел бы здесь рассказать вам, ну, мы уже прошли эту тему, да, на одной из наших, на прошлом занятии, да, на прошлом, позапрошлом занятии мы общались на тему турбонапиток, я его называю турбококтейль, да. Почему? Потому что это коктейль, в принципе, мы все туда засунули, замешали, и вот у нас питательная смесь, которая поддерживает целый день. Мы же используем для того, чтобы и энергия была, и для того, чтобы пищевые волокна были, и белок для того, чтобы у нас не использовал организм наших мышечных волокон, и алоэ для того, чтобы пищеварение было качественным. Вот ингредиенты вы уже все знаете. Пропорции индивидуальные. Можно несколько сделать больше белка, допустим. Можно чуть-чуть больше овсяно-яблочного напитка. И мы на графике видим, мы не должны попадать в зону дискомфорта, скажем, в зону голода. Мы всегда должны быть сытыми. Вот основная задача этого напитка. Между основными приемами пищи мы пьем этот турбонапиток. Если взять, у нас в марафоне есть несколько программ, разгрузочные дни я их называю, они идут, можно с турбонапитком комфортно проходить, можно программу «Самолет», то есть использовать основные приемы коктейль, да, кроме самого главного дневного приема пищи обеда. Все, это такая программа «Самолет». Разгрузочный день на турбонапитке – идеальный вариант. Можно несколько дней. Но все индивидуально, и смотрите, какие у вас цели. Обсудите с консультантом и попробуйте, если вы еще не пробовали. Действительно, очень нужный коктейль. Используйте. Ну и, конечно, моя любимая часть – это то, когда мы восстанавливаемся. Да, мы тренируемся, мы активируем себя, мы активируем мышечные волокна, но мы должны восстанавливаться.
И мы должны использовать грамотные продукты до тренировки и после тренировки. Смотрите, многие люди вообще в принципе, когда подключают физические нагрузки, ошибаются по причине того, что они вообще никакой прием пищи не осуществляют перед тренировкой. То есть вот они когда-то поели там и начинают заниматься. Это ошибка. Такого не должно быть. Не должно быть тренировки на голодный желудок. Вообще никакой. Хоть это быстрая ходьба будет, хоть это интенсивная как тренировка. Это будет только во вред. И после тренировки вы точно съедите слона. Это я вам гарантирую. Что содержится в восстановлении силы 24? Ну, во-первых, это также оптимальный по калорийности продукт, как и батончик, вот который мы разобрали, большой белковый батончик, как полноценный прием пищи. Здесь много железа. Это тот продукт, который содержит сывороточный белок, то есть это специальные пропорции, которые соотнесли с рекомендуемым процентом железа для того, чтобы вот это все повлияло качественно на выработку определенных веществ, и все это донеслось с помощью кислорода, да, в наши клетки. То есть, а если еще мы будем сочетать с Nightworks, сосуды будут лучше работать, дорога будет шире, все будет быстрее, качественнее доноситься. Здесь все индивидуально. Вообще в одной порции 25 грамм белка, это 5 мерных ложек. Для кого-то сильно сладко получается. Да, там есть углеводы, и сложные, и быстрые. И вот эти углеводы и сладость, в принципе, нивелируются объемом воды. Мы можем сделать чуть-чуть больше по объему коктейль и выпить его не за один присест, а за два, например, растянуть, допустим, на 30 минут, да? Почему нет? И мы будем быстрее восстанавливаться. Можем его миксовать с нашим коктейлем Формула-1 также. Если мы хотим восстановиться после какой-то нагрузки, где мы сильно вспотели, или во время даже этой нагрузки, допустим, тренировки какие-то, или, допустим, мы прогуливаемся, лето сейчас начнется, будет жарко, мы будем потеть. Люди с избыточным весом часто потеют и по причине того, что у них нарушен водно-солевой обмен. Это тоже вот такая вещь, когда, ну, в принципе, непонятно, почему раз и потеет, хотя все в округе не потеют, в принципе, температура адекватная. Да, вот этот вот водно-солевой баланс мы должны восполнять. Когда мы активные, мы его используем. В баню пошли, пожалуйста. В бане тем более мы теряем все соли, вот полезные электролиты, магний, калий, натрий. На слайде вы видите то, что у нас содержится и какие функции несет для организма тот или иной микроэлемент. Поэтому для того, чтобы не испытывать в дефиците вот этот вот микроэлементный состав, да, поэтому вот подключайте такой продукт, он качественно вам поможет восстановиться. Мало кто пробовал лифтов из тех, кто уже, в принципе, даже давно или не часто использует. Да, но это такой продукт, который, ну, скажем так, специфический и нужен в определенных ситуациях. Когда нам нужно сосредоточиться, это комплекс, который содержит вот не только, вот, как вы видите на слайде, витамины, да, микроэлементы, для того, чтобы нам, как вот энергетики, наверное, видели, в магазинах продаются вот функцию, да, вот кофе, да, некоторые пьют для того, чтобы как бы взбодриться. На самом деле кофе не сильно бодрит. Здесь у нас содержатся натуральные ингредиенты для того, чтобы нам дать тонус, вот гуарана, женьшень, таурин. И я почему сказал про магазинский, чтобы вы сравнили, магазинский дает резкий подъем энергии и потом резко ее опускает. То есть вот мы на пике взбодрились от магазинского какого-то, и потом резко, потому что синтетические компоненты, резко у нас уровень энергии упал. Здесь плавный подъем и плавный спуск, потому что натуральные компоненты. Это все как раз-таки для того, чтобы в каких-то ситуациях дать больше энергии перед тренировкой, допустим. Если что-то у нас вот прямо горит, какие-то на работе, может быть, трудности, нужно прямо сосредоточиться, выполнить какую-то задачу. Если, допустим, мы вводим машину, за рулем поехали, далеко надо ехать, нет возможности остановиться, поспать, этот напиток используйте. Попробуйте два вкуса, апельсин и лайм. Мне лично больше нравится апельсин. Ну, по предпочтению, в принципе, люди тоже выбирают апельсин. Хотя на вкус и цвет, пожалуйста, попробуйте. Бестселлер, как и куриный суп, новинка этого года. Тот продукт,
Почему я его поставил здесь, в этом слайде? Потому что точно так же, как и перед тренировкой белковым другим продуктом, да, батончиком или еще каким-то нашим коктейлем, можно восстановиться как раз-таки и получить порцию энергии. Не обязательно, допустим, чай Energy использовать, можно просто взять кофе, если вы любите кофе, да, важное условие. Мы же не просто должны, потому что надо, мы должны хотеть, любить этот продукт, должен, в принципе, всего нравиться. Сорта тоже разные, да, и есть уже рецепты, когда люди комбинируют, вот, добавляя что-то в этот кофе, меняя вкус, потому что многим может какой-то вкус латте не понравится. Я не прихотлив, в принципе, в кофе не разбираюсь вообще никак. Я могу попить, и мне что этот вкус, что с другой вкус, в принципе, да. Мне самое главное, чтобы белок. Белок есть там, все, мне наливайте. Ну, кому как. Кому-то надо, чтобы вкус был, теплота определенная. Это тоже имеет место быть. Почему нет? Если вы какой-то кофе-лайк покупаете в магазине, да, есть. Почему нет? Иногда вы покупаете. Сравните, что вы покупаете там и что вы получаете там. И что получите здесь, если будете использовать. Выгода очевидна. Для организма польза, я думаю, не обсуждается. Ну и в принципе наши продукты, все они, их польза для организма не обсуждается. Питательная ценность, цена-качество гораздо дешевле получается, чем мы будем покупать и собирать что-то из обычных продуктов того же объема по микроэлементам, составу, по белкам и так далее. Попробуйте. По микроэлементам вот у нас сейчас я скажу два, но вообще несколько продуктов есть, да, таких важных для того, чтобы мы использовали их при снижении веса, вот прямо must-have должен быть. Это кальций и омега-3. Все эндокринологи вам в одну дудку свистнут, что это такие микроэлементы, которые нужны нам в рационе при снижении веса для того, чтобы наш организм качественно, без последствий все это дело убирал, чтобы сосуды наши не портились во время снижения веса. Те люди, которые самостоятельно снижают вес без использования специализированных продуктов, они, как правило, имеют проблемы со здоровьем. Вот самая главная вещь, которую мы должны использовать. Да, вот кто-то там может кефир, там молоко на ночь там пьет, допустим, хочет там кальций какой-то поиметь. Я не знаю, в магазинских продуктах, по-моему, там ничего нету. Ну, а тем более кальция. Если вы в деревне живете, да, возможно, какие-то там есть источники вот этих минералов. Возможно. Но я бы, скажем так, все равно добавлял вот в рацион как минимум 1-2 гранулы в день. Ну, в принципе, что я делаю, я это добавляю, детям своим даю. Здесь это не просто кальций, это сбалансированный продукт, который содержит еще другие микроэлементы. Да, D3, все кальции, которые вы покупаете или покупали в аптеке, содержат D3, потому что кальций без этого микроэлемента не усваивается. Магний, цинк, железо, вот это те микроэлементы, которые именно на основании вот этого как фундамента кальция, да, тоже усваиваются качественно. Не зря они сюда были добавлены. Если бы это было просто для галочки, их бы не добавляли. Зачем? Экономия же. Поэтому выбор очевиден. Как мы на прошлой теме разбирали, Наталья сказала, что вот те, кто имеет дефицит кальция, когда начинают кальций использовать, сразу же, буквально через несколько дней, понимают, что действительно что-то поменялось. У кого-то чувствительность зубов улучшается, то есть пропадает вот это вот. У кого-то какие-то другие изменения начинаются положительные, там, волосы, допустим, но на ногтях отражает. Но это все ясно, видно сразу. Поскольку это сочетается с нашим коктейлем Формула-1, это все быстро и качественно усваивается. И про Herbalife Line Max, да, омега-3, это те кислоты, которые мы также разбирали на прошлом занятии. Кого не было, очень жаль. Вот рекомендую использовать, как и эндокринологи, да, для того, чтобы мы себя хорошо чувствовали. Есть в аптеках также продают гранулы, которые нужно горстями пить для того, чтобы вот это вот ЕПК, ЕДК в норму иметь. Да. Здесь содержится все в одной. И если у вас есть знакомые или вы сами вегетарианцы, то это та капсула, которая не содержит каких-то вот таких для вас неприятных веществ, для того, чтобы в чистом виде вы оставались тем, кем вы являетесь. То, что мы должны использовать омега-3 из рыбы, из других каких-то продуктов, орехи, злаки и так далее, это все не обсуждается. Это 5 вот этих свойств, которые нужны для мозга, для зрения,
есть вот доказанные вещи, да, для работы сердца, это на кровяном давлении также попутно влияет. И вот это все также необходимо для, ну, если коснуться уже состава, да, крови, ну, ни о чем вам многим не скажет, триглицериды, да, ну, в общем, это все хорошо, положительно влияет. Если у вас какие-то уже проблемы есть, то, конечно, нужно пить больше одной гранулы, как минимум 2-3. Проблемы со зрением или сердечно-сосудистой системой, подключайте вечерний коктейль, Nightworks и Herbalife Plan Max, вот омега-3. Это то, что будет действительно качественно вот усваиваться. Оно же как в мишень, в капсулах, как в мишень, попадает сразу в тонкий кишечник, там начинает капсула разлагаться, и все это максимально усваивается. Если вы используете алоэ вот, для того, чтобы еще качественно это все подготовить для усвоения, это вообще будет прекрасно. И, конечно, витамины. Как же без них? Все мы должны использовать витамины. Вот эти наши витамины Формула-2, которые они сочетаются с коктейлем Формула-1. Они дополняют друг друга. То есть вот эти микроэлементы, которые у нас есть, по составу мы тоже говорили на прошлых занятиях. И для мужчин, и для женщин у нас разные составы. Для женщин мы проходили на прошлом занятии, как Сергей уже сказал, мальчики от девочек отличаются, и у каждого организма, то есть у женского и мужского, свои задачи. Формула-2 для женщин, просто пройдусь немножко по, для чего он, да, он усиленные действия для наших ногтей, волос, то есть усиленное содержание кальция, усиленное содержание цинка, да, для того, чтобы косточки, ногти, волосы, кожа, все было красиво, для того, чтобы метаболические процессы у нас ускорялись, да, и для борьбы с переутомлением. То есть у женщин очень много задач в течение дня, как мы знаем, работа, дети, еще куча всяких дополнительных, да, нагрузок, и поэтому нам нужно, чтобы мы всегда были в тонусе, чтобы мы были всегда в ресурсе и работоспособные. Так вот, Формула-2 это, да, как дополнение, здесь нарисовано, если вы пьете коктейль на завтрак только, да, то есть у вас программа сбалансированного завтрака, то Формула-2, витаминки, вам нужно 2 штучки добавить в свой рацион, и вы полностью компенсируете суточную норму витаминов и минералов. И если у вас 2 приема пищи заменяется на коктейль, то стоит добавить Формулу-2, 1 гранулку. Ну и плюс еще, естественно, вы что-то едите, и из этой еды какое-то количество потребляете витаминов, минералов. И в комплексе все это получается суточная норма того, что вам нужно. Все 114 питательных элементов, самых основных, которые нужны нам. Сейчас я еще скажу, не просто так, формула, называется наши продукты формула, да, Формула-1, Формула-2, Формула-3, потому что коктейль плюс витамины плюс белок равно потрясающий эффект, классные результаты. То есть все продумано настолько в нашей компании, что один продукт усиливает действие другого и еще действие третьего, то есть они все работают в комплексе на ваш организм. Следующий комплекс таких веществ, не веществ, а биологически активных добавок, которые есть в нашей компании, это добавление к программам снижения веса. Ну и, в принципе, для сбалансированного питания тоже. Смотрите, первый продукт – это термокомплит, так называемая таблетка от жадности. Когда у вас начинается программа снижения веса, да, и, в принципе, каждый из вас, наверное, заметил, что вначале вес идет очень хорошо, легко, комфортно, да, но наступает такой период, когда у вас получается баланс в организме, да, сколько вы едите, столько и вы тратите. И тогда у нас наступает плата. Вот в этот момент можно, в принципе, присоединить вот эти сжигания внутри наших запасов жира, да, для того, чтобы не депонировался, то есть не запасался, а мы начинали его и расходовать. Это единственная гранула, еще скажу вам, которую нужно
именно с консультантом посоветоваться, как вам лучше пить, потому что он много дает энергии, то есть вечером ее не нужно, потому что иначе были такие у нас прецеденты, что девочки, выпив вечером гранулы, еще и не одну, не могли всю ночь уснуть. То есть, получается, человек сутки был бодрый и энергичный. Вот, посмотрите, да, по составу. Естественно, все составы у нас натуральные, растительные. Здесь и сельдерей, петрушка, люцерна, то есть группа таких трав, которые способствуют поддержанию нашего метаболизма, то есть ускорению метаболических процессов. Но смотрите, это не значит, что вы пошли конфетку съели, да, а потом выпили термокомплит и думаете, что все, наша конфетка это переварится. И как бы нет, так оно не работает. То есть это работает после того, как у вас уже есть дефицит калорий, да, то есть у вас есть еще остатки своего запаса, которые не нужны, которые лишние, да, и как раз вот когда вы правильно составляете свой рацион, вы правильно кушаете, и для того, чтобы сдвинуть вес дальше, добить его до конца, до своего идеала, вы вставляете вот уже эти гранулки, и тогда идет расход ваших внутренних запасов. Затем есть вещества, кофеин, зеленый чай, мате, какао, которые дают как раз этот тонус. Ну, вы сами знаете, что кофеин, да, и другие вещества как раз этому способствуют, потому что они не только в этом продукте, еще и в чае, и в других некоторых наших продуктах. И следующая еще часть веществ, подожди, Сережа, назад, которую вот зеленый чай и мате, да, там тоже есть флавоноиды, которые способствуют снижению интенсивности процессов образования жиров именно в нашем организме. То есть они преобразуются в энергию в нашу. Вот. Следующий замечательный продукт – это клеточный активатор. Вообще раньше, несколько лет назад, там, наверное, 10 лет назад, базовую программу составлял коктейль алоэ и клеточный активатор, потому что это такой продукт, который помогает, не буду в состав вот конкретно рассказывать, да, я вам в целом расскажу, как он действует. То есть выпивая клеточный активатор, он активирует наши процессы, то есть все хорошее из того, что вы съели, он усваивает наш организм, да, а все плохое, всю гадость он еще больше выводит. Кто-то там рассказывает, да, что-то параллельно. Вот, то есть для людей, например, которым не надо снижать вес, вот некоторые говорят про худых людей, да, не в коня овес. Вот худой не значит здоровый, потому что вот как раз клеточный активатор это их продукт, потому что чаще всего, когда они кушают и быстро все это у них выводится, у них в организме не успевают усвоиться многие вещества. И вот клеточный активатор как раз помогает худеньким людям, да, из еды взять все самое необходимое. И они начинают себя лучше чувствовать, больше энергии у них появляется. Да, вот вы можете увидеть, что комплекс витаминов группы В, которые помогают нам быть более выносливыми. Также в состав входит алоэ и L-карнитин. Это такое вещество, которое как является перевозчиком, что ли. Он берет жирные кислоты наши, да, которые в организме, и перевозит в митохондрии. Вот в нашей клеточке есть такие микрозаводики, которые как раз производят нам энергию для нас. Они берут такие какие-то вещества определенные, да, и преобразуют их в энергию. Так вот, L-карнитин берет жирную кислоту, везет в митохондрию, и там она ее преобразует в энергию. То есть вот такой состав этого продукта замечательный. И еще здорово из этой линейки это целлюлоз. Поставьте плюсики, пожалуйста, кто использовал вот один из этих трех, ну или может быть все продукты, которые я перечислила. Вот, аэгма вижу, да, плюсики. Целлюлоз от слова целлюлит, который женщинам как раз большинству не дает покоя.
особенно сейчас лето, все начинают переживать, как я буду выглядеть в купальнике, да, потому что даже молоденькие и стройные девушки подвержены вот этому испытанию целлюлита. Вот. В нем большое содержание петрушки, и он помогает выводить лишнюю жидкость из нашего организма. Вот между клеточками, между нашими клетками, да, есть жидкость. Вообще, по-хорошему, жидкость должна поступать в клетку, но иногда она задерживается, и она плохо выводится, и тогда она между нашими клеточками заболачивается. Секунду. И как раз целлюлоз помогает выводить вот эту вот лишнюю жидкость, которая в межклеточном пространстве выводит, да, и благодаря этому улучшается структура кожи, кожа начинает более красиво выглядеть, уходит целлюлит, она разглаживается. И еще организм наш снабжается важными электролитами, то есть калий, магний, натрий, получается такой баланс, водный баланс нашего организма. Вообще большое содержание петрушки, ну, вообще в сутки нам нужно съедать до 30 граммов петрушки, да, для того, чтобы получить вот такое количество, которое находится в этой грануле. Но мы с вами, в принципе, я не знаю ни одного человека, кто бы вот даже летом ел петрушку в больших количествах. Самое большее, наверное, мы используем ее для салата сверху для красоты. Да? А здесь как раз в грануле еще мы проводили такой эксперимент. Мы кидали гранулу в стакан и постепенно раскрывали, впитывающая воду, да, впитывала воду, и там получалась настоящая травка. Вот, может тоже провести такой эксперимент. Сергей. Идут замечательный продукт, который называется желтые таблетки. Нет, они помогают нам с вами избавиться от пристрастия тяги к мучному, сладкому, потому что содержится в нем хром и кислота. Горциня камбоджийская, да, который богатый источник гидроксилимонной кислоты. Вот что делает хром. Все представьте, стоит, ну, например, мы, когда заходим за границей, особенно в фильмах любят показывать, да, когда герои идут в какой-то отель, и там возле дверей стоит человек, привратник, да? И то же самое происходит с хромом. Хром выполняет роль привратника в нашей клетке. Если хрома достаточно, то мы съедаем какой-то углевод подходит к клетке, стучится, дверь, хром открывает дверь, углевод входит в клетку и проходит углеводный обмен. И в наш мозг поступает сигнал, что все, я поела углевода, мне дали энергию, все отлично, все классно. Вот. А если нам не хватает хрома, то углеводы, которые мы съели, приходят к клетке, стучатся, дверь им открыть некому, и, минуя клетку, углеводы уходят. А клетка голодная, ей нужна энергия, ей нужна силы, да, углеводный обмен должен происходить, и поэтому она отправляет сигнал в мозг, что углеводы-то я не получила, дай мне углевод. И поэтому мы съели одно сладкое, съели другое вкусненькое, и все никак не можем насытиться, потому что в организме чаще всего недостаток хрома. Поэтому вот эти гранулы, они помогают. И в зависимости от того, насколько сильная тяга к мучному и сладкому, да, вы потребляете или от 1, или 3 гранулы по 1 или 2-3 раза в день даже. То есть это все вы корректируете потребление с вашим консультантом. И дальше у нас идут с вами продукты для нашего иммунитета. Мы уже проходили на прошлом занятии тему иммунитет, да, поэтому мы с вами закрепим наши знания, пробежавшись еще раз по этим продуктам. Первым идет, конечно же, легендарная наша шизандра.
В ней содержится китайский лимонник. Это такое растение, которое в Китае, вот, в Азии используют вообще издревле. То есть давным-давно им известны свойства этого растения, и поэтому они, естественно, давно используют в своей пище. Он богат антиоксидантами, содержит большое количество активных веществ, и поэтому он не только как антиоксидант, да, является шизандра, но и адаптоген. То есть вы более быстро адаптируетесь, что ли, к смене климата, к перемене, ну, даже местоположения. То есть быстрее организм наш реагирует на какие-то изменения окружающей среды. Ну и плюс еще, конечно, защитные свойства нашей клетки от вредного воздействия свободных радикалов. Следующим продуктом у нас идет Роузгард. Ну, мы тоже с вами проговаривали, что это гранула молодости. В ней собраны настолько сильные антиоксиданты, которые содержатся в различных растениях. Это и крестоцветные, это и куркума, и многие другие. То есть вы можете на сайте Гербалайф ссылки прочитать и посмотреть. Поэтому эта гранула, особенно уже после 35-40 лет, я просто вот советую для того, чтобы медленнее стареть. И еще один продукт из вот этой вот группы – это Immune Booster. Вот как раз сейчас немножко про Immune Booster более подробно, потому что как-то мы его немножко быстро прошли. Immune Booster – это такой напиток, то есть там 10 стиков, и вы его разводите, это как горячий напиток. Он тоже поднимает иммунитет, работает с нашим иммунитетом, да, в нем тоже есть антиоксиданты, селен, как раз они активизируют защитные свойства нашего организма. И еще здесь есть такая уникальная добавка, зарегистрированная вот в Гербалайф, да, Эпикор. Что это такое? Эпикор – это выжимка из дрожжей. То есть берут определенный род дрожжей. Вот здесь даже вы можете видеть, да, какие ферментированные, на основе ферментированных дрожжей, здесь название даже можете прочитать. Вот. Берут дрожжи, помещают их в благодатную среду. Они там живут, размножаются, питаются, им хорошо. И потом на них воздействуют отрицательным, то есть переводят их в отрицательную среду, да, там, где им будет плохо. И они начинают там активно выделять свои вещества защитные. И как раз вот в этот момент вот эти вот ферменты и выделяются, и кладутся как раз в наш продукт. Поэтому у нас еще усиленное действие, да, вот этих ферментов дрожжей для защиты нашего организма. Сок бузины тоже для, во-первых, цвет дает красивый, такой розовенький напиток, ребятишки его любят. Ребятишки его любят, и взрослые, в принципе, да, его можно также растворять, брать графин с водой, насыпать туда Immune Booster, добавлять туда алоечка и пить в течение дня. Очень-очень вкусно и как раз получит не только в момент, когда вы заболели, да, или когда вы чувствуете, но желательно в осенне-зимний период постоянно, каждый день принимать, вот, добавлять в свой рацион эти продукты. Еще один продукт Танкуай – это женские гранулы, женский комплекс для того, чтобы какие-то сложные процессы в нашей жизни, да, ежемесячные процессы, которые идут потом в конце жизни, ну, не в конце жизни, ближе к зрелому возрасту, климакс наступает, чтобы вот эти вот симптомы нас не беспокоили. Он расслабляет мышцы, он успокаивает, там ромашка есть, корень дягеля, антибактериальным эффектом тоже обладает. То есть использовать можно для себя и улучшать качество своей жизни. Также можно использовать мужчинам, когда они
занимаются спортом или активной физической работой для того, чтобы мышцы расслабились после такой тяжелой физической нагрузки. Да, кальций тоже содержит. И сейчас самое замечательное, самый раздел такой, это внешнее питание. Это мой любимый продукт. Поставьте, пожалуйста, единички. Кто пользуется не только нашей, кто вообще пользуется косметикой, кто за собой ухаживает, кто пользуется масками, кремами и так далее. Поставьте, пожалуйста, единички. Вот. Так, и мы начинаем с вами с первой линии. Это крем для рук и крем для ног. Линия «Белый чай». Это замечательные два продукта, которые бережно, нежно будут ухаживать за вашей кожей, сделают ее бархатистой, сделают ее красивой и нежной. И это единственная линия продуктов, которые производятся в Российской Федерации. То есть завод находится у нас в западной части страны. Следующая линия – это линия Гербал-Алоэ. Я могу вам даже вот продемонстрировать, это замечательные продукты. Все они на натуральной основе, естественно, это уходовая наша косметика, да, и в нее входят шампуни, кондиционер, крем, гель алоэ с большим содержанием концентрата алоэ, а также в нем находится более 7 дополнительных растительных концентратов, и юка, и ромашка, и много-много других. Вот. Они не содержат, вся наша косметическая линия не содержит парабенов и сульфатов. То есть это вещества, которые помогают лучше пениться, помогают не испортиться в течение какого-то длительного времени. Да? То есть здесь они заменены на натуральные компоненты. И вся линия очень обладает нежным запахом. Затем он в больших вот таких тюбах по 250 миллилитров, да, по крему 200 миллилитров. Вы можете наблюдать его на много-много времени, на долгое время, да, и мы пользуемся всей семьей, и он действительно долгоиграющий и очень хорошо увлажняет. Например, вот крем для тела, его можно использовать и для рук, и для лица, и для тела, и для пяточек, и для вот здесь для локти, у кого там трескаются, да, он очень-очень быстро восстанавливает. Еще я, как мама, да, использовала для детишек. При рождении ребенка мы не покупали никаких там дополнительных, ни пантенолов, депантенолов, я просто использовала вот этот продукт. Вечером, если у ребенка появлялись какие-то опрелости, да, я вечером после душа мазала ему, и утром вставали, у него прямо чистая, красивая кожа, без всяких раздражений, без всяких опрелостей. Еще есть вот это крем, да, он белой текстуры, а есть гель алоэ. Там содержание алоэ еще больше, чем в креме. Его можно брать с собой на отдых, брать с собой вот на моря, да, и после, например, если вдруг загорели, где-то кожа подгорела, покраснела, то очень быстро восстанавливает. Не сметаной лежать мазать, да, спину, а гель алоэ очень быстро восстанавливает кожу от воздействия солнечных лучей пагубного, да. Затем как раз мы с вами давайте перейдем к следующей косметической линии. Это как раз косметическая линия Skin. Вот такая она красивая. Сразу скажу, что она универсальная, то есть унисекс. Она и для мужчин, и для женщин. Вот у меня даже в руки не входит вся. Расскажу постепенно. Это косметика, уходовая косметика премиум класса. Почему премиум класса? То есть по содержанию фитокомпонентов, то есть натуральных растительных компонентов, она относится как раз к премиум класса или класса люкс называется. И при этом она доступная ценовая категория у нее.
в отличие от других брендов, да, где в районе там от 5, 7, 10 тысяч, да, начинается стоимость косметических средств, то у нас она намного доступнее. И при этом мне чем еще нравится, что вся, ну, во-первых, она удобная. Смотрите, вот берете в руку и очень удобно держать, приятно, красиво. И она вся идет с дозаторами. Вот один нажим, да, это одна порция. То есть не надо в крема руками нырять, да, и заносить туда различные вредные бактерии, которые потом будут там размножаться, и вы постепенно каждый день будете наносить их к себе на лицо, переносить, да. То здесь все защищено от воздействия и окислительного воздействия кислорода, да, воздуха, и от того, чтобы мы ручками туда не лазили своими. Вот. И один нажим – это одна порция. Ее хватает на все лицо и шею. Не нужно там вот так вот использовать много-много раз, да, для того, чтобы целая подушка была у вас на лице. Нет, достаточно одного пшика, как говорится. Замечательная линия, она не содержит тоже ни сульфатов, никаких, ни парабенов. Она подходит для всех типов кожи. Протестирована, естественно, дерматологами, да, и эффективность подтверждена, что видимый результат наступает уже в течение 7 дней. То есть если вы 7 дней будете каждый день использовать, ухаживать за своим лицом, то через 7 дней вы увидите результат. Вот, у нас даже есть тестовая программа 7-дневная, которую можно протестировать. Сначала купить ее, да, посмотреть, как она вам понравится, а затем уже приобретать базовую, ну вот полностью весь комплект, там, постепенно добавлять продукты. Естественно, она начинается, как и многие, с очищения. В нее входит в программу очищения это ежедневное очищение, да, и глубокое очищение, которое проводим мы 2-3 раза в неделю в зависимости от типа кожи. Для каждого вот есть кожа нормальная, склонная к жирности, и есть нормальная, склонная к сухости. Вот здесь только 2 разделения. И для каждого типа вот этого есть свой комплекс для умывания, то есть очищающий гель с алоэ, он успокаивает вот раздраженную сухую кожу, увлажняет, да, и с цитрусовыми это для кожи, склонной к жирности, то есть убирает блеск, лишний жир вот этот, который скапливается, да, и в течение дня, и в течение ночи на нашей коже. Очень хорошо убирает косметические средства, буквально одна вот такая вот горошинка. Наши средства все очень экономичные. Хватает буквально одной горошинки, чтобы умыться и смыть все косметические средства, даже тушь, которая для женщин очень сложно иногда убрать. Дальше у нас есть глубокое очищение, это маска. Маска, она очищающая на основе глины. Она такого голубого цвета, ее наносится 1-2 раза в неделю, также в зависимости от того, какая у вас кожа, да, жирная или сухая. Так вот, еще следующий продукт – это скраб. И этот скраб отличается от многих тем, что там очень маленькие гранулы, и они кругленькие, и они не травмируют кожу нашу, да, то есть они очень комфортно ее очищают. Еще иногда можно маску использовать скраб как маску, то есть вы нанесли и оставили на несколько минут, и потом смыли, и тоже очень хороший очищающий и увлажняющий эффект от этого скраба. Дальше идут, естественно, уже тонизирование. Это так, когда очищаете, потом наносите тоник, он очень вкусно пахнет, он вот в такой вот удобной тоже упаковочки, его можно брать с собой в сумку, ему летом можно использовать для того, чтобы освежить себя и свое лицо в жару, да, когда солнце на нас светит, и мы устаем от того, что жарко и прижигает нашу кожу. Вот. И дальше идет уже уход.
за тонизированием идет специальный уход. Он состоит из антивозрастной сыворотки, из дневного крема и ночного крема. Вот, 3 продукта, которые замечательно работают вместе. Сыворотку вы используете и под ночной, и под дневной крем, и под тональные средства какие-то. Очень удобно, как основа под тональные средства. Они не жирные, у них очень легкая текстура, а дневной крем, внутри у него такой компонент, который придает вашему лицу естественное сияние. Там такие микро-микрочастицы золотистого цвета, когда вы наносите, у вас лицо светится, как от использования хайлайтера, только хайлайтер более такой яркое, да, свечение, а это такой вот естественный, придает свечение вашему лицу, и лицо выглядит более здоровым и красивым. Так, и, естественно, есть средства для ухода для наших глазок, так как глаза, вокруг глаз у нас более тонкая кожа, да, она требует специфического ухода, то существует гель или крем для век. Это вы выбираете сами. Еще такой вот лайфхак, как сейчас модно говорить, да, забыла сказать вам про умывалку. Для мужчин очень удобно использовать вместо пены для бритья. Особенно вот мужчины, которые, когда бреются, да, и у них кожа склонная к раздражению, различные прыщики, там, порезы, царапины, и она очень от этого страдает, то берете гель на основе алоэ, гель для умывания на основе алоэ, и мужчина использует ее вместо пены для бритья. И сами увидите через буквально несколько дней эффект потрясающий. То есть на муже пройдено все это, у него очень чувствительная кожа. Мы искали всегда всякие средства, вот эти пены для бритья, которые там для чувствительных, там ля-ля-ля, тра-ля-ля. И вот как раз когда приезжал эксперт Любовь Зиновьева, бьюти-эксперт, она как раз рассказала и посоветовала вот это использовать мужчинам. И после бритья он использует антивозрастную сыворотку, как увлажнение и восстановление кожи. Так что наши мужчины тоже требуют заботы и красоты. Следующий, Сережа, слайд. Ну, мы здесь уже рассказали. В принципе, можно вот дневной, ночной и сыворотку пролистать. Сейчас я хотела бы вас еще спросить, было бы вам, например, интересно посетить онлайн мастер-класс косметический? Если мы вот, например, проведем мастер-класс, также вот как мы с вами собираемся онлайн, только по использованию косметических средств. Да, вот пошли ответы. Интересно. Значит, скоро мы соберемся по этой теме и более подробно расскажем и про составы, и про действия, да, и на себе все попробуем вместе, и потом пофотографируемся и напишем отзывы.